Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Осень 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, но я надеюсь, сами по себе метафорические образы карт, может быть, вас на какую-то мысль наведут или помогут для вас рассмотреть альтернативный вариант. Почему-то говорю, два направления в течение осени – это выбор и организация нашей жизни с учетом нашего выбора или каких-то новых обстоятельств, новых возможностей. Вообще период осени – это период великой ретроградности. Планета Плутон сделает последний реверанс в сторону Козерога, уходя из Водолея. И это продлится сначала как ретро-движение с первых чисел буквально сентября, и мы где-то все это прочувствуем. И до середины октября это может быть некоторая турбулентность, могут быть какие-то согласования или могут быть вопросы, когда что-то непонятно, но уже где-то к первой декаде ноября мы будем точно знать свои приоритеты, и наши действия будут более обдуманы и логичны. Ретро-Сатурн также в вашем знаке зодиака, мои дорогие рыбы и рыбки, по 15 ноября, и поэтому какие-то вопросы они могут у вас из разряда тех, которые были прежде, здесь будут более оформляться. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Есть у меня видео и есть, кстати, гороскоп. События до конца 2024 года для всех знаков зодиака. Прочитайте, потому что это не совсем просто в вашем знаке зодиака ретро-Сатурн. Это взаимодействие энергии, которые я постаралась изложить как раз в гороскопе на своем сайте. И я так думаю, если вы сверите свое расписание или то, что вы планируете с подсказками звезд, тоже какие-то подсказки для вас будут. Идем дальше. Ретро-Нептун, ваша планета-управитель, пробудет вот в этом ретроградном движении до 7 декабря. И если мы говорим ретро-Сатурн и ретро-Нептун, вам помогают не просто с чем-то определиться, а придает больше решительности для тех, кто как раз где-то словно застрял, завис, не хватило духу, не хватило силы что-то осуществить, или вы долгое время в чем-то сомневались. Вот такая большая ретроградность в наиболее серьезных игроках на астрологическом небосклоне, как Плутон, Сатурн, Нептун и Уран, будет в течение осени с переходом на начало 2025 года. Поэтому с первых дней сентября вот тот самый выбор, который может перед вами стать. И у кого-то он может касаться личной жизни, а у кого-то направлений в творчестве, в бизнесе, в учебе, может быть, или какие-то ваши честолюбивые планы. Так вот, вот этот выбор, он будет продолжен с заходом на последующий период 2025 года. Но первые какие-то шаги или как первое ваше определение, куда я иду, к примеру, что я буду делать, что я возьму с собой из прошлой как будто жизни, что мне может пригодиться, а что нет смысла продолжать. Может быть, вы от чего-то устали. И вот здесь захочется точно подвести уже какой-то баланс, чтобы не оглядываться назад. К этому подталкивают отчасти и планеты тоже. И у кого-то все же мы все разные. Эта вот ситуация выбора будет касаться, ну, небольших нюансов жизни. А для кого-то из вас, мои дорогие, это будет что-то более глобальное. И поэтому в целом может проходить как пересмотр семейных отношений, у кого-то так может проиграться, брачных контрактов, смена места жительства. Или у кого-то вплоть до раздела имущества тоже могут быть вопросы. Перекладывайте на себя. Вот здесь у каждого свой нюанс. Смена статуса, опять же, будет проходить либо по работе, либо через личную жизнь. У кого-то вопросы, связанные с далеким переездом, и даже вопросы смены гражданства. Нам не говорят, что это будет конкретно, потому что вы, повторяюсь, все разные, но только вы сами знаете, в каком направлении вы хотели бы идти. И если будете честны сами с собой, поверьте, Плутон вам поможет избавиться от какого-то балласта. Потому что где-то Плутон будет помогать нам изменить и статус, и карьеру, и качество жизни. А вся остальная ретроградность
нам помогает, как и разобраться, устранить какую-то нерешительность и правильно оценить обстановку. Как будто нет времени замыливать себе глаза эмоциями. Нет и времени одевать розовые очки. И если мы говорим, давайте у карт спросим, выбор и организация. Чего это может касаться, как видят карты? Итак, выбор и организация вашей жизни. У кого-то могут пройти буквально отношения по королеве жезлов, отношения с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, может быть, и какое-то взаимодействие. Понятно, что у каждого по-своему. Вообще, это карта сильного человека, который его жизнь ставила на колени, но он каждый раз поднимается. Так есть и по этой карте такое значение, не случайно карта нам демонстрирует королеву с черным котом на коленях. Вот этот черный кот – это прообраз того, что королева умеет хранить тайны, чужие и свои. Она никогда не будет предвосхищать события. Она не будет говорить, что намеревается делать. Ее тайны всегда, где-то остаются в тени. С одной стороны, вы можете где-то соприкасаться наиболее чаще, или какие-то могут быть общие вопросы у вас в этот период с таким человеком, или вам карта говорит в любом случае, сам примерь на себя где-то такую роль, сам будь в этих энергиях, тогда ты не совершишь неправильных действий. Королева жезлов умеет распорядиться деньгами, она умеет работать с информацией, она умеет не где-то сболтнуть лишнего, и, видимо, это все те энергии, которые вам помогают. Или, может быть, сама ситуация выбора вас заставляет, быть немногословным. Примите в любом случае это во внимание. И это та, или прообраз той, пусть даже меня смотрят мужчины, которая уже прошла какой-то сложный путь и какой-то опыт, тоже непростой, имеет. Поэтому не повторить какие-то ошибки тоже подсказывает карта. Давайте мы узнаем выбор и организация вашей жизни. Наверное, скорее тогда можно сказать выбор. И по принципу Пентаклей часто новые начинания или какие-то изменения. Карта может говорить о вашем процессе по части работы или где вы, откуда к вам приходят деньги. Вы можете начать обучение. Может быть, даже у вас есть образование, но где-то в осенний период вы поймете, что если я добавлю каких-то знаний, мне это будет вторично помогать, потому что я смогу это приложить на практику и заработать дополнительные деньги. Вы просто будете востребованы. Чем больше вы имеете знаний, тем больше ваша ценность, мои дорогие рыбы и рыбки. Отчасти об этом нам говорит карта. Есть и такой элемент, как это какое-то, что-то новое. Может быть, как сфера деятельности. Или пусть эта сфера деятельности та же, новый статус, мои дорогие. И здесь вы можете себя ощущать, что да, мне тоже будут нужны какие-то дополнительные знания. Сама по себе карта неторопливая, говорит о долгом проекте. Я называю эту карту марафонский забег лет на 10-20. Поэтому то, что вы будете организовывать, где-то, может быть, вот именно или вы с чем-то определяетесь осенью. Скорее всего, если говорим о выборе, это можно идти налево, можно идти направо. Одновременно и налево-направо мы не пойдем. Значит, мы от чего-то откажемся. Но то, что вы выберете, должно быть продолжено на долгий период времени. Где-то будьте внимательны к своему выбору, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте мы узнаем. Выбор, опять же, и организация. По аркану умеренности делайте выбор сердцем. Слушайте свою интуицию. Могут быть не случайные случайности. Могут быть и такие моменты, когда вам придется что-то подождать. Вообще добрые дела наспех не делаются. У нас два аркана, которые как раз и говорят, что ты как будто делаешь выбор. Но имей в виду, что это твой выбор. Будет тобою продолжен долгий период времени. Может быть, этот выбор, который вы не сможете потом быстро изменить. Примите и этот момент во внимание. Поэтому будьте внимательны к тому, может быть, вам будет что-то предложено. Но это предложение тогда очень внимательно обдумать, рассмотреть все за и против, в первую очередь себе, не навредить. Давайте мы еще спросим выбор и организация вашей жизни. Да, действительно, тут могут быть по аркану Луна
С учетом, тем более, аркана умеренности, мои дорогие. Аркан Луна иногда говорит о тех ситуациях, меня смотрят люди из разных стран, когда мы буквально ищем какое-то место нашей безопасности. А с учетом аркана умеренности, ведь этот именно вот в этой колоде аркан создался именно за счет исторического факта. Я два слова скажу, хотя те, кто смотрит меня давно, знают. 860-е годы король франков, династия мировингов Хлодвиг воюет с готами, и его войско оказалось зажато, вместе с ним, понятно, между рекой Рейн и войском готов. Погибель была неминуема. Почему аркан умеренности? Потому что Хлодвиг умел взять себя в руки и вот мыслить очень рационально и холодно. Он бы мог, конечно, метаться из стороны в сторону буквально, если прибавил бы себе эмоций. Но нет, он прогуливался по берегу и обдумывал план спасения. И обратил внимание, что вдоль реки растут болотный рис. Здесь он изображен лилового цвета. В этой колоде цвета имеют значение, и это цвет небесного, божественного благословления. Поэтому что-то может быть словно благословлено, но вот альтернативным путем. Так вот, Хлодвиг знал, что эти цветы растут на мелководье, и раз они растут вдоль берега, подумал он, и уходят вглубь реки, а не переправиться ли мне с войском вброд? Вот представьте, сумасшедшая идея. Но он рискнул, и у него получилось. Поэтому тут не стоит риск о какой-то лотерее, а тут тот риск, который продуманный. Но это то, что альтернативно, то, что мы не делали как прежде. И подумать стоит, но еще и не упустить момент есть тоже смысл. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие. Какая-то подобная ситуация, если мы говорим с учетом аркана Луна, что иногда мы ищем, словно ищем пристанище, иногда так бывает. И мы должны найти вот эту самую цитадель или нашу крепость, наш дом, где мы будем чувствовать себя в безопасности. У кого-то буквально может проиграться вот эти две карты. И тогда придется действовать как-то очень аккуратно. И тогда молчание по карте королева жезлов нам буквально помогает, когда мы что-то свое не афишируем и оставляем в тайне. Для всех остальных это может быть по аркану Луна, когда вы, к примеру, улучшаете свое жилище, делаете его более комфортным, или вопросы, касаемые переездов или каких-то оформлений важных бумаг. Но есть еще и другое значение по аркану Луна. Меня несет толпа, поэтому избегайте толпы, мои дорогие рыбы и рыбки. Вы должны все время контролировать ситуацию. Собственно, и королева жезлов нам об этом в самом начале и сказала. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем. Как изменится ваша жизнь? Вот такие конкретные вопросы. 4 карты. Мы складываем оружие. У кого-то это будет напрямую касаться от человека, как я сказала, рожденного под знаком зодиака или имеющего асцендент Овен, Лев, Стрелец. Или вот находящегося в таких энергиях. Когда мы перестаем с кем-то спорить, когда мы перестаем конфликтовать, мы делаем выводы, и в зависимости от сделанных выводов идем каким-то своим путем. Здесь понятно по-разному. У кого-то это может карта означать, как изменится ваша жизнь. Уделить внимание самим себе, привести мысли в порядок. Карта отдыха. И может быть какая-то многозадачность, нам уже сказали по верхнему ряду карт, когда для вас будет в принципе важно дать себе отдых, потому что уставшие люди делают ошибки. Для кого-то это подсказка. Если ты себя чувствуешь не очень хорошо, нет смысла теряться в догадках, тогда обратись к специалисту, пройди обследование, проясни что-то в своей жизни, ведь это по этой карте мы о себе что-то узнаем наверняка. И по этой карте мы с собой не готовы рисковать. По этой карте скорее мы отступим полшага назад, нежели сорвемся с места в карьер. Вот как изменится жизнь. Более где-то размеренная может быть ваша жизнь, мои дорогие рыбы и рыбки, в какой-то период осени. Давайте узнаем еще, как изменится ваша жизнь. У кого-то карта солнца, карта радости, карта счастья, карта, когда у вас получается осуществить какой-то проект.
Безусловно, карта нашего эго, когда вы довольны сами собой. Еще это карта выбора правильного направления. И поэтому то, что вы изберете как направление, какой выбор вы сделаете, вы будете активно заниматься последующие полгода и далее, возможно, лет на 10-20, что-то меняя, дополняя, корректируя. Но основу, словно базу, вы будете закладывать осенью, и ваши активные действия будут еще в последующие полгода. Вот иногда и так нам говорят. Все зависит от вашего решения. Но дорога к солнцу, если мы спросили, как изменится ваша жизнь. Но и королева мечей говорит о том, что это карта независимости, мои дорогие, в первую очередь. И в двух направлениях мы не пойдем, значит, мы от чего-то откажемся. Я уже сказала об этом. У кого-то совпадет с четверкой мечей, когда нужно уделить внимание собственному здоровью. Может быть, опять же, пройти обследование. Как известно, в этой колоде, кто смотрит, опять же, часто мои видео, это прообраз Юдифи. И мы знаем, как отрезала, так отрезала Юдифь. Иначе она бы не попала в историю, и ей помогло молчание отчасти. Никто не знал, куда она отправляется, что она собирается делать. Поэтому молчание, мои дорогие рыбы и рыбки, будет золото. Дважды, потому что аркан Луна, и вы не должны себе навредить. Где-то холодность суждений, увидеть какую-то конкретную ситуацию, собой не рисковать. Бледное лицо очень у королевы мечей в этой колоде карт. Она очень сконцентрирована и внимательна. Она настроена более чем серьезно. И где-то у вас могут быть смена энергии, как для вас самих. Но я могу предположить, будут, пусть косвенно, но карта может свидетельствовать где-то и о тех вопросах, которые вам придется решать, может быть, с консультацией юриста, адвоката или врача, когда, опять же, вы что-то должны знать наверняка. Или разобраться в каком-то вопросе, привести мысли в порядок, как изменится ваша жизнь. Вы изменитесь сами, вот что я хочу сказать. Тут действительно и будете организовывать как-то по-новому жизнь. Более того, ведь эта карта, как мы сдаем экзамен жизненный, или у кого-то будут важны конкретные экзамены. Мы говорили, что вы можете пойти учиться, и от успешной сдачи этих экзаменов или какой-то защиты, может, у кого-то и диплом, или вы подтверждаете как бы свой профессионализм, ну, разными методами, тут может быть такой момент. И тогда для вас это новая ступень будет возможностей. Или это новая ступень качества вашей жизни, мои дорогие. Поэтому, вот как по королеве мечей, быть предельно внимательной, сконцентрированной, так и умелая работа с информацией, себе не навредить, предвосхищая какие-то события, не подвергать себя риску будет для вас важно. Потому что, да, вроде направление Солнца и есть, но вокруг тысяча, может быть, неопределенности. Давайте мы на второй колоде карт несколько проясним энергии. И первая карта у нас будет касаться дела, работы, бизнес, учеба или документы. Смотрим энергии. Что нам расскажут карты? Вторая карта. В чем ваша сила? Или в каком направлении как раз эту энергию направить? Неожиданности или сложности, которые могут быть в этот период. Что вам будет помогать, или подарки, сюрпризы судьбы, что-то доброе именно для вас в плюс. Личная жизнь, смотрим опять же, энергии и в чем вам повезет. Дела, работа, бизнес, ну, что бы вы тут ни загадали, хоть от оформления документа вы найдете 1001 способ решить любой вопрос, потому что выпадает карта праздника. Карта говорит о взаимодействии с людьми. И много информации, где-то нам об этом тоже сказали. Но взаимодействие в зависимости от того, люди могут быть разные. Вообще у нас как бы показано, ну, 3, можно сказать, приятельницы. Нам не говорят о какой-то такой продолжительной дружбе или надежной дружбе, но, тем не менее, люди, общность, как вместе, может быть, в каких-то очень важных согласованиях для вас будет, ну, как какая-то радость или праздник, мои дорогие. Я такое тоже могу предположить. А еще вы достаточно лояльные люди, вы
обладаете достаточной эмпатией, вы умеете людей понять. Для кого-то это может все арканы проиграться, вы добьетесь больших успехов по части психологии. Если вы задумывали, может быть, мне стоит добавить дополнительных знаний, определенно стоит. Это будет для вас как дополнительным либо доходом, либо это как ваша звезда, когда вы где-то можете стать независимым человеком и получить еще и признание или популярность, мои дорогие. Но это, к примеру, карта праздника. Если мы спросили энергии, радостные энергии, все то, что касается дела, работы, бизнес, согласований или учеба. В чем ваша сила и куда нужно направить энергии? Первое как раз дела, документы и деньги. И здесь у каждого по-своему. Вторая королева жезлов выпадает. И все то, что я говорила в самом начале, эта карта подтверждает. И правда, видимо, очень продуктивный период для себя самого или самой что-то закрепить либо на практике, либо оформить документально, либо как-то, вот есть такое выражение, не очень красивое, но застолпить, да, имеется в виду уверенность в чем-то приобрести и сделать что-то по-своему. Все же это где-то харизматика тоже проходит, но благодаря совершенно другим энергиям. Может быть, это и человек конкретный, и какое-то есть у вас с ним взаимодействие. Тогда я могу предположить, помимо совета карт, будьте сами в этих энергиях, так вы можете и где-то слушать советы данного человека. Принимать вы будете все равно свои какие-то решения, но, может быть, что-то согласовывать вот с таким человеком вам придется. Неожиданности давайте мы с вами узнаем. Некоторые заминки или я не знаю, как действовать. По аркану повешенный вас где-то могут поджидать такие моменты, когда есть дела, которые наспех не сделаете. Или когда большая дистанция. Для вас может быть неожиданно, когда вы, допустим, взяли на себя какие-то ложные обязательства. Ведь карта повешенная – это всегда карта тупика. Поэтому не поставьте себя в какой-то тупик. И здесь самое главное – разграничивать правильно. Или вы называете тупиком, когда вам нужно, предположим, дождаться определенной даты, пока будет готовность документа. Это не тупик, это конкретные какие-то события, это реальность. А есть то, что мы себя где-то, или как пустое ожидание, мы сидим и ждем неизвестно чего, тогда это будет как неожиданность. Ты поддался на какие-то уговоры или взял на себя обязательства и в этот тупик себя как будто вогнал, и уже не видишь, в каком направлении тебе действовать. Или просто ты ожидаешь, что судьба за тебя возьмет какое-то решение или совершит за тебя выбор. Да, она может, потому что в целом такая большая ретроградность, она коснется всех нас. И даже если мы ничего не предпринимаем, может быть, события для людей, которыми мы общаемся, или близких людей, будут все равно оказывать влияние на нас, и тогда наша жизнь тоже будет меняться. Но мы упускаем возможность воздействовать как-то на эти перемены. Поэтому сами себя в это подвешенное, иными словами, состояние мы не должны вогнать. Есть такой момент. Все же мы смотрим на сложности или какие-то неожиданности. Давайте мы узнаем, что же вам будет помогать? Тройка жезлов – это когда вы смотрите в горизонт. Тройка пентаклей помогает как и учеба, так и буквально приобретение этих самых знаний. И когда вы видите более широким кругозором, когда вы не стоите на месте, когда вы готовы двигаться вперед, когда вы готовы примерить словно на себя новые планы, новую какую-то реальность. И карта смелого человека, где-то есть такое тоже значение. А кроме этого, что помогает? Это еще карта якоря. Поэтому ваше положение достаточно с учетом и принца пентаклей на осенний период с заходом на январь. Финансовое положение, могу предположить, что будет достаточно надежно. Но задача ваша не расслабиться, а как будто приумножить. И это тогда вам будет помогать. Вам могут высшие силы давать вот этот
какой-то уверенно надежный фарватер или период жизни, когда вы можете для себя вот эту стратегию финансовую как-то проложить, изменить, но вы должны как будто окрепнуть тогда за этот период и смотреть, видеть, по крайней мере, другие горизонты. Тогда вам это помогает. Вот эта карта якоря, она дается для того, чтобы мы словно провели какую-то ревизию перед тем, как буквально отправимся в последующее путешествие. Я говорю иносказательно, у кого-то может проиграться буквально личная жизнь, а здесь как раз по рыцарю чаш эмпатия, конфетно-букетный период, может быть и новые знакомства, мои дорогие, какие-то новые, как люди, новый социум, новое общение. Вообще это карта радости, поэтому у каждого по-своему, для тех, кто в паре, будет и радость какая-то. Будут какие-то вопросы, как совместные к решению, но будут еще и приятные эмоции, безусловно. По этой карте идет что-то доброе, светлое. Ну и вдохновение где-то тоже, не только какая-то меркантильность. Поэтому по личной жизни карта нам как раз предвещает приятный период до конца года. В чем вам повезет, Верховная Жрица? Это та, которая все знает. Это та, которая умеет хранить молчание. Это та, которая обладает даром предвидения на пару шагов вперед. Это еще и карта, опять же, независимости. Это та, которая умеет о себе что-то скрывать, умеет не быть открытой книгой, в этом вам повезет. Вам конкретно повезет, когда вы будете очень проницательны и совершенно непроницаемы. Мои дорогие рыбы и рыбки, нам об этом только и говорят, потому что направление Солнца, вот в эту сторону должна измениться ваша жизнь. Но для этого вам придется что-то согласовать, словно пройти какой-то путь, может быть, пересмотреть свои обязательства. А вот как раз уверенное или надежное положение, которое вам будет даваться на не такой далекий период времени, вот вы должны от этой базы оттолкнуться и словно перепрыгнуть в будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.